Всем привет! Это Майк из MarsDAO, и сегодня мы с вами поговорим о проекте Farcana. Они являются нашим партнером, и вскоре мы запустим разные маркетинговые коллаборации. А для того, чтобы вы лучше разобрались, что делает их команда, давайте посмотрим небольшую презентацию. Итак, команда строит сейчас командный шутер от третьего лица с фокусом на e-спорт, то есть на киберспорт, sci-fi, который мы видели уже в проекте Search for Anywhere, и использованием, естественно, блокчейн-технологий. Эта тематика выполнена в формате колонизирования Марса, и пользователь будет делиться на две команды, 4 на 4, чтобы сражаться между собой. Причем будет существовать более 24 разных видов персонажей с их собственными способностями, 20 типов оружий, 4 роли внутри команды, 10 игровых режимов. Все призы будут выдаваться в биткоине, об этом мы чуть попозже поговорим, почему это очень правильное решение. И игра строится на блокчейне Arbitrum Nova, который сейчас очень популярный и набирает хороший TVL. Токен FAR будет единственным в игре формата ERC-20, естественно, будут еще NFT, они будут использоваться и как земли, и как дополнительные возможности в формате атрибутов. Как раз эта игра будет проводить разные турниры полного цикла киберспорта, в которых мы будем видеть разные события. И также хотелось бы отметить, что для Web2 игроков будет легкий онбординг, то есть они смогут спокойно поиграть в игру, не думая о том, что такое блокчейн и как им это все преодолеть. Эти слайды я пропущу, потому что мы уже это затронули, но хочется рассмотреть рынок, потому что это очень важно. И так, рынок гейминг, как мы все знаем, хорошо растет, и причем Азия забирает 0,5% всех внутриигровых транзакций, а рынок Среднего Востока и Африки растет от года к году на 10%, что является хорошим достижением, поэтому многие игровые студии сейчас базируются в Дубае. Например, как Farcana, который выпускает сейчас первую игру, и Search for Anywhere. Если мы будем сравнивать традиционный гейминг и блокчейн, тогда мы заметим, что последние годы блокчейн-гейминг набирает обороты и стремится забрать большинство аудитории всех игроков. Это будет позволять расширять продукты, улучшать их и как раз бороться с теми проблемами, которые сейчас есть, например, нелегальный сбор данных пользователей, централизацию, которая может запретить пользователю продавать свои активы, которые он заработал во время игры и так далее. И количество пользователей, хочется отметить, именно шутеров уже будет скоро достигать 250 миллионов людей. И спорт – это достаточно комплексная тема, и как раз команда Farcana фокусируется на том, чтобы проводить разные турниры и матчи, тем самым вовлекать новую аудиторию и удерживать старую. Из партнеров уже есть Loco, это топ-2 игровая стриминговая платформа с 70 миллионами верифицированных пользователей и трафиком в 400 миллионов просмотров каждый месяц. True Gamers, у них 140 игровых клубов, и все пользователи прошли верификацию. ImChain – это Web3 паблишер, который распределяет игры среди более чем 500 миллионов пользователей. Также хотелось бы отметить Trinity Gaming, которые являются маркетинговым агентством в игровой индустрии с более чем 700 создателями. И скоро Farcana объявит о том, что у них есть своя киберспортивная команда, которая будет выступать на разных ивентах. Токен FAR и NFT являются ядром экономики. Причем здесь есть достаточно сбалансированное соотношение между этими вещами. То есть токен FAR используется для того, чтобы купить какие-то внутриигровые активы, например, NFT, сделать разные апгрейды. И также можно эти токены отправить в стейкинг для того, чтобы получать повышенный доход за битвы. А NFT представляют собой разного вида апгрейды, и косметические, и функциональные. То есть можно покупать атрибуты внутри игры,
например, как скины, разные декорации, UI-элементы, то есть субтитры, иконки, рамки и так далее, голосовые линии, бусты, то, что помогает вам выиграть в краткосрочном периоде, и анимации. Но если мы говорим про токен, то токен можно будет спокойно купить за фиатную валюту, то есть со своей банковской карты, а это упрощает путь для Web2 пользователя. И также будут введены XP, то есть это опыт, который только может накопиться, его нельзя купить. Соответственно, многие пользователи должны будут играть больше, чтобы получать те преимущества, которые нельзя никак купить за токен FAR, например. И давайте здесь расскажем чуть-чуть про то вообще, как используется токен FAR. Так он используется для покупки, например, пассов, чтобы получать доступ к эксклюзивным событиям. Можно будет покупать земли и другие NFT-атрибуты, можно его стейкать. Ну и также какой-то контент будет доступен только за него. Сейчас я не буду долго останавливаться на токеномике, но вы можете поставить видео на паузу и посмотреть, как это работает. В целом, я уже все принципы объяснил о том, что токен FAR используется для покупки и для апгрейдов. А NFT для того, чтобы избежать инфляции, они будут сжигаться после того, как пользователи перестали ими пользоваться. И распределение токенов здесь достаточно сбалансированное, потому что большинство идет сообществу, а когда токен сконцентрирован на сообществе, это значит, что его в меньшей вероятности могут слить, потому что большие разлоки для инвесторов свидетельствуют о том, что токен будет просаживаться с каждым разлоком. И здесь как раз на трежере выделено аж 44%, а инвесторам всего 36%. И я уже упомянул о механиках игры. Хочется сказать, что бизнес-модель, она очевидная, она построена на внутриигровых товарах и также пассах в специальные события. Конечно, эта игра сделана на Unreal Engine 5, который сейчас пользуется популярностью, и эта игра запустится в начале на PC. Аудитория тут и Web2, и Web3, как уже было озвучено ранее. Игра выйдет через год, сейчас происходят разные тесты, в том числе и в формате турниров с призами в биткоине. А призы в биткоине, как возможно было отмечено раньше, никак не влияет на токеномику, потому что победитель не будет просаживать цену токена, просто продавая приз. Ну и также новые пользователи будут более вовлечены в игру, потому что они, возможно, имеют некий скептицизм к внутриигровому токену, пока они не сделали полноценный анализ. Но в биткоине приз всегда приятно получить для любого пользователя. Ну и также, если мы говорим про запуски, тогда мы должны отметить, что скоро идут NFT-сейлы, и затем уже будет продаваться токен инвестора. А листинги самого токена будут запланированы через год. Команда очень сильная, я предлагаю вам самостоятельно с ней побольше ознакомиться, плюс мы будем проводить с ними эфиры и побольше их поспрашиваем про их опыт и ранние интересные начинания. Адвайзеры тоже сбалансированные, они представляют собой и сооснователей фондов, и разных инфлюенсеров и так далее. Тем самым эти адвайзеры могут хорошо помочь проекту в будущем. И среди партнеров мы очень рады видеть себя, потому что мы уверены, что это партнерство будет долгосрочным и продуктивным для обоих сторон. Мы присоединимся к этому списку уже совсем скоро. И я предлагаю вам внимательно смотреть за нашими анонсами, потому что наша команда по маркетингу совместно с командой Фарканы придумали интересные активности для нас, для нашего сообщества. И как раз хочется отметить, что вскоре они все будут заанонсированы, поэтому вы следите за нашими соцсетями, и в них мы уже расскажем, что будет происходить. Всем пока!